Привет, ребята! В сегодняшнем видео речь пойдет о настройке моего нового циркулярного станка. Заводские настройки, которые я показывал в предыдущем видео, они сделаны были очень хорошо. Соответственно, сегодня я займусь точной настройкой моего нового циркулярного станка и покажу, как я это делаю. Но сразу хочу вас предупредить, что мои методы ничем не отличаются от методов, которые вы могли уже видеть на каналах других столяров. Поэтому все, что я буду делать, касается именно моего станка, моей модели станка и того, как я это понимаю. В инструкции, которая прилагается к станку Jeep 25102, сказано, что настройку всех узлов можно осуществлять обыкновенными средствами, то есть с помощью обычной линейки или какого-то угольника. Возможно, это так, но, к сожалению, моей квалификации не хватило для того, чтобы, воспользовавшись простыми инструментами, сделать очень точную настройку. У меня и зрение уже не то, и вижу я плохо, и чувствительность хуже. Поэтому, наверное, для зорких и молодых ребят настройка простым инструментом возможна, но мне пришлось прибегнуть к другой методике и приобрести более точный измерительный инструмент. На Озоне я заказал себе вот такую вот коробочку. Это цифровой индикатор, который позволяет очень точно до сотых доли миллиметра настраивать всевозможные станки, в том числе и вот этот станок, который я сейчас буду настраивать. Вот так вот выглядит этот приборчик. Дело в том, что я подглядел на различных каналах настройку станка с помощью вот этого прибора. Он называется стрелочный индикатор, либо стрелочный микрометр. Но на всех этих каналах демонстрируется работа этого прибора, но название его правильно не фигурирует нигде. Поэтому для того, чтобы мне его найти, мне пришлось немножечко погуглить в интернете и приложить некоторые усилия. И я вам покажу, собственно говоря, как с помощью него я настраиваю свой станок. Ну вот, соорудил на скорую руку вот такое приспособление. Сейчас проверим, насколько пильный диск соответствует пазу в столе. Так вот, я отметил здесь зуб. На теле пилы отметил зуб маркером. Выставил в 0. Теперь перевожу этот зуб на другую сторону. Видим расхождение. Ну вот расхождение у него 3,5 десятки, поэтому думаю, что нужно настраивать стол относительно пильного узла. Неотложные дела заставили меня прерваться в процессе настройки моей пилы. Вот сейчас я вернулся спустя некоторое время и чуть-чуть переделал вот это вот приспособление, с помощью которого я хочу делать замеры. Вот этот вот стрелочный микрометр или стрелочный индикатор. Я сделал его пониже немножко, он был выше, так чтобы больше был разброс между точками замера. И сейчас я еще раз замерю расстояние между пазом пилы и пильным диском. И уже приму решение, что дальше делать. Надеюсь, вам будет видно. Вот она нулевая отметка. Вот она стрелочка. То есть 3 десятки ровно у меня идет отклонение паза пилы от пильного диска. То есть от пильного механизма. Поэтому сейчас я буду снимать направляющие и выравнивать стол по отношению к пильному узлу. Для того, чтобы отрегулировать стол, мне пришлось снять расширение стола. И теперь я имею возможность заниматься регулировкой.
Далее я ослабил 4 вот такие болта на станине. Эти болты держат чугунный стол. Таким образом я настроил параллельность пазов рабочего стола с пильным узлом станка. Сейчас поставлю на место расширителя стола, прикручу кожухи и буду заниматься настройкой параллельности параллельного упора пильному диску. Пять соток, по-моему, хороший результат для настройки параллельного упора. Мне этого достаточно, больше настраивать не буду. Осталось мне только настроить вот эту вот шкалу, но это настраивать я буду сейчас уже по заготовкам. Пропилю заготовку, посмотрю ее толщину и буду выставлять вот этот визир на нужное значение. Выставил сейчас пилу на 10 мм, заготовка сосна. Сейчас посмотрим, сколько выдаст мне. С сосновой заготовкой плохо получилось, потому что она была не откалибрована. Сейчас взял кусочек фанеры ровный. Посмотрим, что фанера мне даст. Девять и 3 ровно. Ну вот, откалибровал, кусочек фанеры прошел 10 миллиметров. С одного конца и с другого конца 10 миллиметров. Все четко. Станок настроен, с чем я себя и поздравляю.